Всем привет! Сегодня у меня видео не совсем обычное для меня, то есть я не только шью, я еще и буду моделировать. Моделировать я буду вот такие трусики-галочки. Самой выкройки у меня ее в природе нету, я ее делала из выкройки уже готовой. Вот, так что кому интересно, присоединяйтесь. Расскажу, что и как я делаю. Понадобится карандаш простой, лекало, линейка, ну и немножко терпения. Смотрите, выкройки я уже распечатала, уже их между собой соединила. Если заметили, я их почти все сострачиваю. Вот. Что делаем самым первым делом? Нам нужно, чтобы наш перед по длине был такой же, как и спинка. Поэтому я здесь уже себе все вымерила. Это 44 размер. 1,5 размера я добавляю в бок наперед сюда и сюда. И 1,5 размера на спинке я урезаю. Приступим. Отмеряем 1,5 сантиметра. Как бы продолжая линию, пока ничего никакого сверхъестественного не делаем. И здесь то же самое. Кроить. И здесь 1,5 сантиметра я убираю. Начинаем моделировать с передней части, так как она моделируется очень просто. Крайняя точка у нас остается на месте. Нам сейчас нужно сделать скругление. Либо вы это делаете лекалом, либо там от руки аккуратненько. Ну, самое главное, чтобы было одинаково, да, и лево, и право. Перед наш я уже вырезала. Сразу сделаем ластовицу, чтобы уже не возвращаться к этому моменту. Ластовица обычно 7-8 сантиметров. Ну, сейчас посмотрим, сколько у нас здесь получится. Да, даже если и 8, ничего страшного. Приложили, обвели. Все, ластовица готова. Это будет спинка. Это будет перед. Так, ну теперь спинка самое такое вот интересное. Сразу смотрим бока. Есть, приложили. Линии совпадают направления. Я не зря здесь пристрочила кусочек вот такой вот, что мне сейчас надо все это дело обвести. Может, обводить и не надо, но мне так удобнее. Все, обвели. Смотрите, спинка обычно выше. Я добавляю где-то 1-1,5 сантиметра от линии нашей, где трусики у нас. Даже 1,5, вот так можно добавить. И все это дело я вывожу нашим лекалом.
Здесь смягчить надо бы чуть-чуть. Так, вроде как линию талии сделала. Дальше. Обычно перед длиннее спинки на 2 сантиметра хотя бы, для того, чтобы ластовица ушла чуть назад и было удобнее было бы. Поэтому 2 сантиметра отсюда убираем. Есть. А теперь нам нужно продлить вот эту линию. Продлить это просто, в принципе. Эта линия где-то вот тут. Так, здесь обычно 4 сантиметра, не больше, не меньше. Меньше ни в коем случае, неудобно будет. Ну и больше то же самое. 4 сантиметра, так вот. Здесь 2 сантиметра. Дальше мы должны разделить свою спинку от верхней точки до нижней точки напополам. У меня здесь 21 сантиметр, поэтому 10,5 делаем. 10,5. Вот это наша точка, самое узкое место будет. Дальше мы будем это дело выводить. По ширине, смотрите, у нас передняя часть здесь 5 сантиметров. А спинку мы тоже должны вывести на 5 сантиметров, чтобы она у нас визуально не была даже заужена и близко. И выводим. Результат, который у нас получится, мы уже его увидим, когда обведем маркером эту часть, которую мы сейчас рисуем, потому что сейчас пока ничего вообще не понятно. То есть довели до узкой части, и уже здесь мы идем на расширение. То есть вот эту давайте продлим. 2 сантиметра. 2 сантиметра сюда. Как лопаточкой получается. 2 сантиметра сюда. Сейчас пока ничего не понятно. Я обведу это маркером и уже посмотрим, что получилось у нас. Сейчас обведем, и уже наши недочеты или где-то что-то подправить будет уже лучше видно. А мне бы чуть-чуть вот тут, наверное, скруглить. А вот такого вот плана получилась наша выкройка. Сейчас мы ее вырежем и выкроем, уже пошьем. Смотрите, выкройка, которая у нас получилась. Я еще немного подкорректирую спинку. Вот когда вы уже вырезала, приложила, вот хочется спинку чуть-чуть пониже все-таки сделать. Вот прям просится вот эта часть. Ну вот так напополам. Поэтому я ее сейчас вот так вот выведу. Подкорректирую. Ну, ластовица у нас готова уже. Итог.
У нас есть ластовица, самое вообще простое. У нас есть вот такой вот перед красивый. И у нас есть вот такая вот спинка красивая. Сейчас будем кроить. Ну и посмотрим, что получится. Думаю, вам понравится. Выкрыла я ластовицу, перед наш. И вот такая вот спинка получилась. Сейчас это все соберу и буду обрабатывать черной беечкой трикотажной. Что сейчас? Сначала у нас, так как ластовица открытая, обработаю верх ластовицы. Потом уже соберу эти части. Ну, я уже показывала, но повторюсь, если что. Ластовицу обработала ярлычком. Теперь смотрите. Перед. Спинка. И ластовица. Сейчас я делаю здесь шов. И потом уже отворачиваю ее. Вот так вот сейчас это все получается. Ластовица отворачивается наперед. Вот эти вот лишние, их можно, конечно, убрать. Вот эти части можете сделать строчечкой, можно просто наколоть иголочками. Я уже показывала, как я делаю, поэтому сейчас уже пойду на плоскошовную машину и обработаю ножки. На данный момент наша заготовка сейчас выглядит вот таким вот образом. Изнаночка, ластовица, спинка и перед. Ну, теперь один бок запакую и опять уже на распашивалку вверх. Обработала поясок уже. Сейчас бок запакую и потом уже сделаем закрепочки. Пока наши трусики выглядят так. Ну и отчет. Мы сами с вами сделали выкройку. Как сделали? Откорректировали, да? Моделировали. По моим ощущениям это размер 40. Хотя написано 42, но на вид это размер 40 все-таки. Вот такие трусишки у нас получились. Сетка и кулирка. Трикотаж. Такая вот обработка. Бока. Закрепочка. Ластовица. Так вот они выглядят с изнанки. Сетку шила, также технология пошива одна и та же, поэтому я вам ее даже не показывала. Зачем одно и то же показывать по 100 раз? Я так не люблю. Кому интересно, можете в предыдущих видео посмотреть. Либо комплект лаванда я шила, там принцип один и тот же. Ну, либо уже массовку я шила, комплекты, там трусики, галочка и топы. Там я рассказываю подробно, как что я собирала. Единственное, что хочу сказать. Если будете шить трусики и сетки, берите мягкую бейку трикотажную, потому что у меня попался рулон
с очень жесткой бейкой. Я не знаю почему. До этого была у меня хорошая. И оно прям колом стоит. Не ложится. То есть здесь даже галочка не легла. Должно быть вот так. А ну видите, что случилось? Вот, поэтому обращайте на это внимание. Вот, померили трусики сеточкой. Посмотрите, как вообще круто, мне кажется, сидят. Давайте распрямим. Попа. Меряем следующее. Так, ну это уже кулирка. Тоже попа. Попу можно завысить, но тогда уже не сильно галочкой будет. Вроде как так красивее. Это все размер S мы шили. Ну и еще одни померяем. Ну и мадам во всей красе. Футболку шила еще летом, тоже-то к другому костюму. Вот кулирка осталась. Вы же, наверное, поняли, почему все везде у меня отделка черная. Я просто не захотела нитки менять. Ну, кстати, смотрится круто. Спинка. В общем, 15 минут мучений с чертежом. И наши трусики галочкой готовы. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Если кто-то вообще досмотрел, пробуйте. Способ на самом деле несложный. Конструирования там практически нету. Там добавил, там убавил, все, вырезал, готово. И сшил. Поэтому, если кто-то все-таки пошьет, хоть один человечек, напишите мне в комментарии: я пошила, получилось. Или я пошила, не получилось. Девочки, еще один момент. Та выкройка, которую мы переделываем, она маломерит. Поэтому будьте внимательны. Всем пока!